Всем привет, меня зовут Родион, вы на канале. И сегодня мы продолжаем тему с get, очередное видео, в котором мы разберем, как get дружит с прилагательными. И мы сделаем это хитро. Get, в принципе, с прилагательными дружит достаточно просто, а мы возьмем и посмотрим эту дружбу через призму трех глаголов и сравним, как get и become дружат с прилагательным, как get и be дружат с прилагательным и как дружат с прилагательными get и make. Какие между ними отличия и как их можно взаимозаменить между собой. Вот. Так что, я надеюсь, будет интересно и полезно. А вы подпишитесь на этот канал, поставьте лайк, может быть сейчас, может быть потом. Вот. И напишите в комментариях какие-то вопросы, может быть что-то спросить надо, спрашивайте. Вот. Еще и телеграм-канал тоже подпишитесь, он по ссылочке в описании. И еще у нас сайт есть Little By, на котором вы можете посмотреть все материалы с нашего сегодняшнего видео. Вот. А теперь можно и начинать. Поехали. Простыми словами конструкция get плюс прилагательное всегда будет переводиться как становиться чем-то. Становиться каким-то, то есть менять состояние, менять свое качество на какое-то другое качество. Ну, например, если мы скажем we get older, то мы, получается, скажем, становимся старше. И здесь, очевидно, возникает момент, когда get можно заменить на глагол become. We become older. We get older, we become older. Мы становимся старше. То же самое. Абсолютно одинаковые вещи. Используются крайне часто. Грубо говоря, это все прямой синоним глагола become. Давайте пару примеров разберем, когда become еще можно заменить на get. Например, you will get taller. You will get taller. Вы станете выше. You will become taller. You will become taller. То же самое, прекрасно все ложится, абсолютно одинаковые вещи. Или, например, he gets tired. He gets tired, он устает. Gets tired, уставать. He becomes tired, будет, собственно, то же самое. Вот такое. Это абсолютно одинаковые вещи, но есть все-таки маленькая разница между get и become. Get это более быстрое и динамичное изменение, в то время как become тоже может быть таким, но не обязательно. То есть get, прям, когда вы говорите, это прям стопудово, 100% динамичное изменение. А с become не так. Также get все-таки больше разговорный вариант. И я в каждом видео говорю, что если вам необходимо с вашим собеседником общаться на уровне официальном, то про get надо забыть. Get используется только для неофициального общения. Он у нас такой альтернативный товарищеский панк английского языка. Вот. Ну, хороший пример, кстати, такой логики, где get это такой альтернативный глагол, такой быстренький, динамичненький, агрессивненький. Это, например, фраза I got it. I got it. I got it. Часто используется для обозначения именно быстрого понимания, быстрого схватывания какой-то информации на лету. То есть, например, это может быть какая-то идея в момент озарения. Вы такие, I got it. Я это понял, мне это стало понятно, I got it. Вы скажете и будете правы. Иногда get может звучать немножко неестественным для носителей. Например, вот такая ситуация. Допустим, представьте, что у нас ситуация. У нас есть курица. И курица узнала, что ее собираются съесть. The hen has found out it is going to be eaten. То есть курица узнала, что сейчас ее съедят. И, собственно, у курицы есть несколько вариантов выразить ее настроение. Как лучше, как вы думаете, выразить настроение нашей курицы? Сказать the hen got unhappy, the hen became unhappy или the hen was unhappy. Вот эти три варианта. Какой вам больше всего нравится? А самым лучшим вариантом будет сказать все-таки the hen was happy. То есть это будет естественнее, так как описывается именно состояние курицы. То есть мы, конечно же, подразумеваем, что курица состояние изменилось, и она стала не очень довольна этой ситуацией, но в целом мы описываем ее состояние. Get очень гибкий глагол, и его значение становиться, достигать какого-то состояния самостоятельно и за счет помощника будет распространяться очень широко. И что-то будет звучать более естественно, что-то будет звучать менее естественно. Некоторые вещи носители языка сами, к сожалению, объяснить не могут. Поэтому это происходит с начитанностью, насмотренностью. Ну, так или иначе, в любом случае. Еще раз, get используется для неформального общения. И как бы во многом это негласное правило. Но если вы столкнулись с непониманием, какой глагол использовать get или become, то для текста и формального общения, конечно же, это become. Get стоит отложить в сторонку. Лучше быть
формальном каких-то местах, где вы не уверены. Get, кстати, имеет еще более выраженный оттенок причастности и умышленности. И, возможно, поэтому многие из его значений, они становятся каузативными, то есть приводящими к действию. У нас будет отдельное видео по теме каузативности с get. В общем, get относится к побуждению. Помните, он же всегда меняет состояние, и иногда это изменение состояния может быть за счет какого-то побуждения и приведения к действию. Преднамеренно, может быть, для причинения вреда или даже наказания, кстати говоря. Возьмем такую ситуацию. Я наклюкался шоколадными конфетками с ликером. Бывает. I get tipsy on chocolates with liquor. I get tipsy. Я наклюкался on chocolates with liquor. На шоколадных конфетках с ликером. Если мы говорим, как мы сказали, I get tipsy on chocolates with liquor, меня могут истолковать как намеренно выпившего этот самый ликер, чтобы напиться. Намеренно выпил ликер, чтобы напиться. I get tipsy on chocolates. Намеренно. Но если бы вы сказали I became tipsy on chocolates with liquor, то получается это уже некое оправдание. То есть вы говорите, что ваше пьянство было непреднамеренным. Очень классно. Да, get все-таки это именно какое-то преднамеренное действие, а become это уже непреднамеренное действие, то есть вы здесь оправдываетесь, имейте это в виду. Потому что почему? Потому что become это более отстраненный и более мягкий, так скажем, глагол. Он гораздо реже используется, ну как гораздо реже, его вообще редко встретите в политном наклонении и устной коммуникации. То есть вы вряд ли услышите «стань каким-то». Там, нет, это бред, странно такое слушать. А вот get, он более прямолинеен, и выражения с использованием get, они более настойчивые. То есть вы скажете get ready, например, get out или всякие такие, они прям намекают, типа давай, делай что-то. Так что имейте в виду, что get более прямолинейный, become менее прямолинейный, и их взаимозамена не всегда одинаково в итоге отразится. Итак, get, кстати говоря, еще используется очень часто в всяких идиомах, которые в итоге вульгарны. Ну, например, представьте такую ситуацию, что у нас есть Джон и Мэри, и мы их начальник, и мы видим, что Джон и Мэри ничего не делают, не работают, и мы такие: вы должны заняться делом. И скажете вы это через get, если вы захотите это сделать: the two of you should get busy. The two of you should get busy. Но так говорить не надо, на самом деле, потому что если вы это скажете, то это может означать, что, ребят, вам следует заняться сексом. Вот так. А, например, еще идиома get happy американцами или там носителями языка, в общем, будет понято как накуриться или напиться. И вот. Поэтому так происходит, потому что некоторые фразы становятся идиоматичными, и их проще понять с развитием чувства языка. То есть сами носители языка не могут объяснить эти вещи. Поэтому вот с get возникает такой нюанс недопонимания. Лучше, если вы новичок, выучить просто несколько фиксированных идиом с get, например, там get sick, get well, get better, и с ними уже как-то жить дальше. А потом уже потихоньку подходить к новым с опытом. То есть получив уже какую-то практику и понимая, что вы хотите сказать. Итак, поехали дальше. Следующее мы сравним get и be. Как они будут между собой пересекаться. У них настолько на самом деле много сходств, что они могут быть полностью взаимозаменяемы. И в большей части случаев, но все-таки у них какие-то отличия. Давайте вот с отличиями и разберемся. Допустим, у нас есть два примера. I am better, либо I get better. Be, где у нас I am better, он укажет на существующее положение дел, а прилагательное better, собственно, укажет на то, как эти дела у нас изменяются, в данном случае в лучшую сторону. А в другом случае get укажет на процесс движения к изменению, к этому самому better, то есть к этому самому лучшему. То есть I am better, это значит, что у меня сейчас? Я сейчас нахожусь в состоянии улучшения, а get better, что я приближаюсь к состоянию этого самого улучшения. Таким образом, get better будет означать что-то вроде работать, чтобы стать лучше. Такую, кстати, разницу можно увидеть при различии с фразой one step closer, на один шаг поближе, one step closer. Например, вы будете находиться на шаг ближе, you will be one step closer. А вы приблизитесь на шаг, вы уже скажете через get, you will get one step closer. Во многих контекстах get с прилагательным или с последующим причастием
это просто эквивалентная форма be. Но опять же, для носителей языка это более разговорный вариант, который опять-таки же не надо употреблять в официальном обращении. Так, и теперь наш последний на сегодня товарищ это get и make. Как они между собой отличаются. Вот, допустим, два примера. Как вы думаете, какой вариант будет правильнее? I can get it clean, либо I can make it clean. Что вам больше нравится? Что будет правильнее? На самом деле, оба случая из get и make будут смотреться абсолютно превосходно. Get it clean это более повседневный вариант, ну и make ничем не хуже. Все на самом деле зависит от того, какое прилагательное будет идти после get или после make. Например, вы прекрасно, нормально скажете такие фразы, как get something clean, это будет очистить, либо get something safe, обезопасить, get something wet, будет как смочить. Но будет странно сказать, например, get something difficult или get something blue. Get something difficult вы, по идее, скажете как-то усложнить, но не очень, неправильно все-таки такое будет. А get something blue это будет как сделать что-то голубым, тоже носитель такой, ну ладно, такой себе, правда. Тут сложно, на самом деле, когда понять, когда использовать make, а когда get, нельзя, надо это просто чувствовать, в конце концов. То есть это одна из тех областей английского языка, которая не поддается логическим никаким объяснениям. То есть поможет начитанность, наслушанность и насмотренность. Ну, к счастью, на самом деле, конструкция, где у нас есть глагол, существительное и прилагательное, make употребим в 99% случаев. Поэтому употребляйте make, и вы не сделаете, скорее всего, никакой ошибки. Единственным исключением, которое приходит на ум, это, например, какое-нибудь слово get someone married, выйти за кого-то замуж, либо жениться. Но вы не скажете make someone married. Здесь получится что-то вроде заставить кого-то жениться, выйти замуж. Это не будет звучать натурально. Лучше так не говорить. Для прилагательных, которые обычно используют get, особенно, например, wet, get wet, мокрый, сделать мокрым, смочить, make звучит несколько, неуклюже, но тем не менее все равно это грамматически правильно. Не стоит беспокоиться, чтобы понять get и make, вам нужно просто время и практика. Ну, давайте, кстати, вернемся к примеру, который у нас был до этого, get something blue. Прям, если очень хочется его использовать, это, неожиданно, вам захотелось сделать что-то очень голубое, вы можете использовать got, да, то есть, как это будет, например, с наречием finally got, и будет не грамотно сказать просто I got it blue, я сделал его голубым. Это можно если представить, что промучились несколько часов и все-таки получился какой-то плюс-минус результат, то вариант I finally got it blue будет звучать очень даже ничего. Наконец-то у меня получилось сделать его голубым. Там что-то прекрасное, например. Это приемлемо. Хотя, опять же, супер-супер-супер неформально и даже чуть-чуть некультурно. То есть, вот I finally got it blue. Такое. Но это деталь. Это такие тонкости. Поэтому, опять же, повторюсь. Get, как всегда, неформальный панк, такой глагол. Если не хотите, конечно, пользуйтесь его альтернативными версиями. И если вы хотите его употреблять, всегда имейте в виду, разговорный вариант это только единственный способ его хорошего употребления. Вот. Надеюсь, это видео было полезным, вам он поможет в дальнейшем понять лучше get, как его использовать в сочетании с прилагательными. Если вам это видео понравилось, поставьте ему лайк, колокольчик там нажмите, комментарий напишите, подпишитесь на телеграм-канал, там будут релизы и всякая информация. И заходите на сайт ludl.by, записывайтесь на занятия, читайте полезные статьи, там регулярно что-нибудь должно появляться. Вот, все. Следующее видео у нас будет про get и каузативные формы. Обязательно не пропустите, потому что это последнее видео в серии видео про get, и мы закроем всю эту историю. Все, всем до связи, всем пока.